Здорово. Короче, выведываю тебе секретную информацию, пока никому не говори. В общем, мы собираемся с семьей в октябре на Сицилию. Вот, было бы круто, если бы ты прилетел, и мы бы с тобой поднялись на самый крупный, на самый большой вулкан Европы Этна. Так что подумай. Антон, здорово. Слушай, звучит просто офигенно. У меня, кстати, как раз 11 кажется, числа как раз начинаются каникулы, 2 недели каникул. Так что звучит очень даже привлекательно. Давай тогда подумаем. Надо будет посмотреть билеты, что кого сколько стоит, там сколько отель, что к чему и почему. Каждый раз спустя какое-то время, когда возвращаюсь в Аугсбург, сталкиваюсь снова с этим чувством. Такая легкая, приятная ностальгия. Каждый раз, когда ты приезжаешь, мне пишут по продаже, по покупке точнее. Чисто денежный поток. Да. Все, чус, чао, мам. Полетели. Путешествие начинается. Макс настоял на том, чтобы меня проводить. Я отнекался, он говорит, нет, я тебя не отпущу. Германия, это делим мусор. Сюда у нас идет пластик, сюда бумага. Сюда у нас идет рестмюль, да? В общем, пищевые отходы. А здесь био. Так вот. В общем, я сейчас залечу в магазин. Возьму себе какую-то еду. Все. Аэропорт Мемминген. Через 2 часа только будет полет. Так что... Который я только учусь делать. Я только учусь делать. Ага. Так, ну все, прошли проверочку. Все прошло нормально. Ну все, посадка почти завершена. Мне досталось 18 ряд, и здесь самое широкое место в самолете между сиденьями. Buonasera, Сицилия.
Так, ну что, билет стоит 4 евро, если что. С банкоматом мне пришлось немножко поругаться. Один не работал, правый заработал. Вот, такой вот билетик получается, Алибус. Вот, ну и ждем, когда будет отправление. У меня самолет опоздал на полчаса, поэтому отправляемся чуть позже. Окей. Что по первым впечатлениям? Я бы сказал грязно, я бы сказал темно. Из-за того, что здесь все сделано из вулканического этого материала, все стены темные, черные. И запахи какие-то странные вообще везде. За каждым углом, ну, не очень приятный. Наверное, райончик такой. Но в целом, конечно, прикольно. Контрасты. Например, вот такие вот. Hello? Hello, hostel? Yeah, I- just use the elevator straight ahead on the third floor. Okay, thank you. Hi. Es ist mehr so. Das ist ein Bild. Also kleiner, locker. Der hier ist von Rezeption und der hier ist von draußen. Ja. Achtung. Alles klar. Так, ну чё, зашел я в душевую, все, заселился, зачекинился, выдали ключи. Такая вот у меня сегодня душевая. Что надо, зубы почистить, хватит туда-сюда зеркало. О, просто замечательно, сразу жизнь чувствуется. Мне сегодня вообще, на самом деле, везет. На ресепшене была девушка, говорит по-немецки. Просто английский вообще не бум-бум. Короче, на немецком развез. Ну ладно, не так все плохо. Спать. Так, доброе утро. Время 4:59, 5 часов. Спалось как-то ужасно вообще. Храпел кто-то постоянно ночью. Прям у нас подохнули, всю ночь орут. В целом нормально. Жить можно. Умываемся и выходим в сторону вокзала. Едем в Таурмину. Have a nice day. На улице уже вообще тепло, блин. Я вот так вот в маечке, время 5 утра. Мне прямо очень даже хорошо. Так, по идее нам здесь надо сократить. Такая улица, конечно. Стрёмная. Везде вот эта грязь. По крайней мере, я сейчас после Германии замечаю только грязь вокруг. Зажрался, похоже. Очень высокие, большие арки. Такое ощущение, что попал в фильм «1+1». Вообще! Ух, нервная! Погнали! Вот здесь выезжал, ему загораживали путь. А, это сосед, он все время тут паркуется. Почему-то решил, что это его место. Когда он его ду-ду-ду. Доброе утро, как дела? Что? Я тебе не помешал случайно? Так, ну что, я прибыл на вокзал. Так это все дело тут у нас выглядит. Сейчас туда буду искать банкомат и покупать тикет. Чувствую себя здесь на Сицилии настоящим немцем. Не, на самом деле, очень
Очень удобно, что почти везде есть немецкий язык. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia. Так, ну что касаемо поездов, то все достаточно цивильно, аккуратно. И розетки везде есть. Розетки есть в ногах, сбоку. Держаю тут свою камеру. Встретил проводник меня на улице, проверил билетик. Все нормально, все четко. Возможно, первое впечатление исправится в Таурмине. Все, прибыли в Таурмину. И пойду искать Антона сейчас. Бонжорно, амиго. Я сейчас отключил микрофон. Знаете, кого я встретил тут? Шел. Смотрите, какой красавчик. Тебе удобно? На этом этапе мы приняли решение купить билеты на подъемник и внедорожник, чтобы сэкономить время. Билет туда и обратно обошелся нам в 78 евро. Можно было ничего не покупать, да? Едешь и все. Узенько. Поехали. Канатная дорога поднимает нас с высоты 1900 метров до примерно 2,5. Это хоть и немного, 600 метров набор высоты, но если учитывать, что у меня всего один день, позволяет здорово сэкономить время. Все взяли. Ну что, 2500? Забавно. Туалет на щеколде, как в деревне. О, прохладно. Straight up doing digits. Поездка была, мягко говоря, с ветерком. Приземляемся, как на Луну спустили, да? Okay, if you're ready, we can go now. Thank you.
Этна — это не центральный вулкан. Извержение может быть как на вершине, так и на склонах. Извержение может быть опасным для деревень, но не для людей, потому что лава течет очень-очень медленно. Всего 200-300 метров в час. В истории Этны много сел были разрушены лавой, но без человеческих жертв. 250 кратеров на склонах и 3 кратера на вершине. Отсюда видны только 2 кратера. Южный кратер впереди, 3357 метров, с 2 пиками, потому что кратер был разрушен. Там левее желтая вершина. Это главный кратер. В данный момент это самая высокая точка Этны. 3410 метров. И это кратер последнего извержения, которое было в августе, 14 августа, с мощным выбросом лавы. Представьте фонтаны лавы продолжительностью 6 часов. Вот такая тут активность. Находиться там, где мы сейчас, было просто нельзя. Мы видели, как с вулкана вылетали вот такие огромные камни, вулканические бомбы. И на севере есть еще один кратер, но отсюда его не увидеть. Северный кратер 3325 метров. Все 3 кратера активны. Активны с извержениями или активность с дымом и паром. Сейчас, например, низкая активность с паром и газом. Основной газ — оксид серы. Желтый цвет наверху — это оксид серы. Предсказать извержение очень-очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Есть много разных приборов для измерения землетрясений, температуры, газов, но предсказать точно, когда и где, невозможно, потому что извержение может быть как на вершине, так и на склонах. Да, зря я эту куртку белую надел. Так, надо найти какой-нибудь вариант по-любому. Чтобы отсюда увильнуть, так все наслаждение. В общем, мы схитрили. Группа со шлемами и с инструктором. Примерно вон там, за этой горкой. А мы вон там были. Мы вот так прошли сюда, потом спустились здесь. И обходим вот так вот эту горку, чтобы обойти ту группу соседнюю. Потому что, по идее, здесь нужно уже ходить с гайдом, с инструктором, с этим. Но нам хочется выше. Стало видно опять эту группу. Мы чуть-чуть спустились, сейчас обойдем горку и спрячемся. Слушай, она прям очень теплая. Это уже интересно. Уже земля начинает прогреваться под нами. Поделись впечатлениями. Как ты себя чувствуешь? Вообще, тут энергетика прям бьет. Прям вот по ногам, в тело, в голову. И так тепло снизу прям. Жарит, да? Да, я не верю, что здесь снег вообще возможен. Мне кажется, все тает, прям такой жар. Особенно местами, как будто такая тонкая земля. Да. Ну мы, конечно, сумасшедшие люди. Да, я любитель всяких таких приключений. Со мной по-другому не получается. Да. Остановиться. Я знал, кого звать. Я прям чувствую, что у меня сердце прям поджимается, оно прям колотится так туф-туф-туф-туф-туф. Наверное, из-за высоты. Сейчас мы уже, наверное, 3 перевалили. Сейчас посмотрим. 3:014. Оттуда прям идет пекло. Офигеть. Слушай, если вот туда встать. О, тепло. Вокруг таких, на самом деле, я слышал, опасно нужно. Ну, местные говорят, да, что вот эта земля вокруг, особенно воронок этих, может обсыпаться, и там какие-то будут скрытые ямки. Так что здесь осторожно. Вот снега не дождался. Приехали на вулкан похрустеть. Хрум-хрум-хрум-хрум. И серой пахнет. Прям пахнет. Все ближе и ближе. Остается вообще совсем чуть-чуть. Оно уже вот оно. Обалдеть. Как мы уже высоко.
вулкан. Вот, буквально мы уже прямо у кратера. Бабочка на высоте 300. Хороший знак. Значит, все в порядке. Сейчас будем запускать дрон. В какой-то момент стало действительно стрёмно, потому что мы стали слышать барабанящий звук от наших шагов и от камней, которые кидали. Такое ощущение, что кидаешь камни на тонкий лед. Судя по всему, под нами была огромная пещера. Прям трясется. Давай, хватит. Офигеть. Сколько там? 3,145. Думаю, сделать 3,70 и попробовать взлететь дроном туда. Снимем отчаянных людей, их будет видно. Итак, мой официальный рекорд 3170, да? Да, 370. 3171. Обалдеть. Но ощущения, конечно, нереальные. Особенно после пролета с дроном, прям это, прям такое удовольствие внутри. И здорово, что мы сюда пришли. Очень круто. Твои эмоции, Антон? Вообще согласен на все 100. Дальше мы не пойдем. У нас дети будут. Ну а что, тут все как на ладони. Вот, пожалуйста, дым прям из-под земли идет вот возле нас прям в нескольких сотнях метрах. Поэтому этого достаточно. Класс. Мы это сделали. Я считаю, что дальше, да, тоже, что риск просто не оправдан. Мы уже молодцы. Полные ботинки, да? Полные ботинки. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Е-е-е-е. The name for your guide. Your guide, you take the bus. You take the bus. Your guide is not possible. Да, не пускает людей, гид сидит, говорит, мол, там опасно, сейчас очень сильная активность, и туда-сюда. Ну даже видно. Ну слушай, да, реально так низко идти. Народ везде, на всех вершинах.
Британии, там, что, мне хватило полчаса, наверное, может 15 минут. Выехали с парковки, я так за потоком. Самое сложное, знаешь, на кольцах. Ага. Ты обычно вот на кольце, да, едешь по правой стороне, а тут в другую сторону. А, тут все наоборот. Когда ты оказываешься один на дороге, ты так, вот сюда. В Таиланде движуха жестче, там больше транспорта, машин, байки эти лезут везде, пешеходы постоянно шныряют. Но там медленность, 40 км в час все в этом отношении. Это из-за ограничений или у них такой стиль вождения? Не, просто много всего, там, нет, не поток большой, да, трафик такой. Так, ну что могу сказать? Таурмина вызывает у меня куда больше положительных эмоций, чем катание. Здесь очень красиво. Здесь есть куча кактусов, везде растут такие всякие полупальмовые, пальмовые. В общем, замечательно, красиво. Единственное, тут нет дорог вообще, чтобы вы понимали, для пешеходов. Типа, ты идешь вдоль дороги, и там нет тротуара. Есть просто обочина, которая, ну, сантиметров 30, наверное, да? Там, где бордюр, и все. И люди так и ходят. Никакой безопасности, машины туда-сюда летают. Фух. А еще тут очень горно. То есть тут вообще нету, не предназначено никаким образом для того, чтобы здесь можно было идти пешком. Вот, например, еще один человек, который подтверждает то же самое. Ну, типа, я вот так иду вдоль дороги, да, и прямо за мной едет тачка. Хорошо, если он объедет. Некоторые прижимаются так близко, что думаешь, ё-моё. Чтобы вы понимали, где я иду, хер знает где. Но меня повела Google карта вот по вот этому мосту, где в притирку ездят машины. Ну, я не знаю, это просто какой-то трэш. Да и похеру. Пойду, а что делать? Здесь вот такой красивый вид. Мосты. Слева красота и все такое, блин, но мне стрёмно. На поворотах, особенно когда машины заезжают, они очень близко прижимаются. Пока делал фото, проезжали. Одни скутеристы мне махнули, эй, другие проезжали такие тоже. Чё за вообще движ? Это прикольно, люди здесь классные. Наконец-то я поднялся наверх Таурмины. Здесь прям сразу движ, люди. You
Попробуем итальянскую пиццу. Выезжаю поздно в сторону отеля. И все автобусы и прочий транспорт уже не ходят. Поэтому заказал такси. Странно какое-то такси, потому что, по идее, он должен был приехать прямо к дому меня забрать. Но идем, мне надо спуститься вниз. Ну да ладно, пойдем. 20 евро стоит такси. Доехать тут совсем рядышком, пару километров. Но уже все, поздняк метаться, надо было раньше. Так что, как-то так. Hello. Я даже сначала не понял, вместо легковой машины приехал фургон, еще и девушка какая-то встречает. Ну, думаю, все, едем к мафии. Но в итоге нормально все, мы привезли куда нужно. Grazie. Good evening. Bye. Ну все, самое главное, что я дома. Такси вышло 25 евро мне. Заканчиваю еще один день на Сицилии. Сегодня был 16 октября. Мы сегодня поднялись на катанию и круто по Таурмине погулял. Все, на этом я хочу закончить сегодняшний день. Я сходил в душ, чищу зубы и все, я ложусь спать. Все. Спасибо этому дому, этому другому. Погнал, короче, в катанию. Все, что дано пешеходу, это вот эта линия. Маленькая. Buongiorno. Grazie. Arrivederci. Катания – это город контрастов. Город с богатой историей, который раскинулся у подножья вулкана Этна. Одним из главных символов города является его архитектура. Катания, как и многие другие города на Сицилии, пережила множество катастроф, землетрясений и извержений Этны. После разрушительного землетрясения 1693 года город был отстроен заново, и теперь можно увидеть величественные здания в стиле барокко, чередующиеся с массивными конструкциями из лавового камня. Эти темные стены, крепкие и вне зависимости от времени, придают городу особую атмосферу. А вот тут когда-то собирались тысячи зрителей, чтобы увидеть зрелище и почувствовать дух эпохи. Амфитеатр Катании, построенный во II веке, вмещал до 15 тысяч человек и стал символом могущества Рима. Сегодня его руины хранят память о величии прошлого и мастерстве древних архитекторов. Следующим амфитеатром Катании является чуть лучше сохранившийся Одеон, построенный также во II веке. Он служил местом для музыкальных и театральных представлений. Компактный и уютный, он вмещал около 1500 зрителей и был важной частью культурной жизни города. Одной из самых знаковых частей города является его главная площадь – Пьяцца Дуомо.
Это сердце Катании, место, где история встречается с настоящим. Здесь расположены самые важные исторические здания города. И именно на этой площади начинается настоящее путешествие по Катании. Собор Святого Агаты, построенный в XI веке, с его величественным фасадом и барочными элементами, словно соединяет древность и эпоху барокко. Перед собором стоит знаменитый фонтан слона, символ города. Он был построен из лавового камня, и слон, как будто охраняющий площадь, стал неотъемлемой частью облика Катании. Но Катания – это не только архитектура и история. Это город, который каждый день наполняется звуками и запахами. Центральные рынки – неотъемлемая часть городской жизни. Здесь, среди шумных улиц и старинных зданий, можно найти все, что угодно. Свежие фрукты, овощи, местные специи, а также одежду и аксессуары. Еще одним знаменитым местом в Катании является рыбный рынок Ла Пескерия. Это не просто место для покупок, а настоящий спектакль, где жизнь бурлит с раннего утра. Продавцы выкрикивают цены, кто-то торгуется, кто-то с азартом выбирает самую свежую рыбу. Но при этом рыбий рынок может оставить немного мрачное впечатление. Огромные туши тунца, головы рыб, разложенные кальмары, запах сырой рыбы и морепродуктов. Все это создает мрачноватую атмосферу. Но в целом, если говорить о положительных вещах, то здесь очень много красивых людей. Так красиво одеваются, стильно, девушки очень женственные, в юбочках, в платьях. Мужчины выглядят тоже достаточно по-мужски, костюмчики или какие-то рубашечки. Это прям обалденно. Был бы я здесь не из-за Этны, я бы тоже ходил в рубашечке, в кедах, в шортиках. И вот все на таком вайбе, расслабленном, позитивном. Конечно, тут много туристов, но заходя в какие-то такие райончики, и в целом слышно же и речь итальянскую, то они очень такие изысканные. В плане стиля одежды я прям вдохновлен. Что ж, в завершение хочется сказать, что этот ролик стал для меня настоящим вызовом. Почти 1000 видео и 300 гигабайт материала. Я столкнулся с кучей новых задач, с которыми раньше просто не имел дела. И понял, как важно преодолевать все эти трудности, чтобы в итоге создать что-то стоящее. Новая для меня программа для монтажа, работа со звуком, цветом. Было пару моментов, когда я просто выгорал. Терял всякое желание продолжать, когда монтаж рушился и приходилось начинать все заново. Но несмотря на все это, ролик таки получился. Мы с Антоном поднялись на самый высокий активный вулкан Европы, я установил свой новый рекорд по высоте, впервые купался в Адриатическом море, побывал в прекрасных городах, как Катания и Таурмина, и по-настоящему ощутил пульс жизни этих мест. Все это часть моего пути, который я хочу продолжать, создавая такие ролики. Если это видео вдохновило вас, пожалуйста, поделитесь им с друзьями в соцсетях, поддержите меня своим вниманием, энергией. Ваша поддержка – это то, что двигает меня вперед, мотивирует на новые приключения и креативные проекты. Ну и, конечно, действуйте, верьте в себя, будьте смелыми и любите.